Всем привет! Известный китайский автобренд Changan активно готовится представить осенью текущего года свое новое детище, получившее название Uni V. Первые снимки своего лифтбека компания Changan распространила еще в начале августа, но это был лишь замаскированный тестовый прототип, по которому вообще было трудно что-то понять. Но пару дней назад производитель поделился тизерами машины уже без камуфляжа. А теперь в сети появились и полноценные фотографии. Добавок ко всему, в базе Минпрома КНР несли основные характеристики, которые оказались весьма привлекательными. Публичную премьеру ждут в ноябре, а пока авто не представили широкой аудитории. Мы решили познакомить вас с той информацией, которую нам удалось добыть из достоверных источников. Сразу напомню, что герой нашего обзора относится к так называемой серии Uni, созданной в прошлом году для продвинутых машин. Лифтбэк станет третьей моделью этой линейки. Он присоединится к уже выпущенным на рынок кроссоверам Uni T и Uni K. Кстати, ранее некоторые местные СМИ предположили, что Uni превратится в самостоятельный бренд, но прогноз вроде как не сбылся. По крайней мере, пятидверка по-прежнему носит эмблему материнской компании Changan, а вот с именем профильные СМИ угадали, модель действительно назвали Uni V. Ну а теперь немного об экстерьере новинки. Как и предыдущие паркетники новой серии, лифтбэк получил безрамочную радиаторную решетку с мозаичным рисунком и выдвижные ручки дверей, а еще Uni V достались довольно агрессивные бампера, адаптивные светодиодные фары, сделанные в виде единой плашки, задние фонари и два крупных патрубка выпускной системы. Также для новинки предусмотрено выдвижное антикрыло. В общем, Changan Uni V явно будет позиционировать в качестве спортивной модели, идеально подходящей для молодых автолюбителей. Что касается габаритов, то длина модели составляет 4680 мм, ширина 1838 мм, высота 1430 мм, а расстояние между осями 2750 мм. Таким образом, по первому показателю Uni V сопоставим с ныне востребованной Шкодой Octavia, достигающей в длину 4689 мм. А вот по размеру колесной базы авто расположился ближе растянутой поднебесной Octavia Pro. Салон лифтбека сам Changan официально еще не показал, но его уже запечатлели папарацци. Интерьер оформили в стиле Uni T, при этом главной фишкой стало гигантское табло, то есть объединенные между собой виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы. Системы безопасности и помощи при вождении, как и многочисленные функции, отвечающие за комфорт, пока не были озвучены. Но нетрудно догадаться, что помимо традиционного набора, свойственного бюджетным моделей Uni V, будут и продвинутые опции вроде удаленного и голосового интеллектуального управления, функций памяти кресел, электронной парковки. В общем, начинка обещает быть весьма неплохой. Changan Uni V пока сертифицирован лишь с одним мотором. Это бензиновая турбо-четверка объемом 1,5 литра и мощностью в 188 лошадиных сил, как у сменившего поколения кроссовера CS55+. Китайцы считают, что позже лифтбэк еще может обрести более мощный турбомотор объемом 2 литра, который, например, на Uni K выдает 233 лошадиные силы. Также эксперты сулят выпуск гибридной версии. Пока она находится в разработке и обозначается индексом C385. Привод у Uni V будет только передний, подвеска независимая, а тормоза дисковые. Информации о максимальной скорости, время разгона до сотни и расхода нет, но можно предположить, что эти показатели не разочаруют поклонников бренда. Лифтбэк наверняка отправят на экспорт, но его появление в России и СНГ пока под вопросом. Зато к нам скоро должны прийти кроссовер Uni K, что уже весьма любопытно. Цены объявлены не были, но напомню, что предшественник героя нашего обзора, кроссовер Uni T, стоит от $17 890. Вероятность, что Uni V будет оцениваться чуть дороже, но не факт. На этом все. Подписывайтесь на канал, и если видео понравилось, ставьте лайк. Всем пока!